Всем привет, меня зовут Кир, и вы на моем канале. Сразу хочу попросить поставить этому видео лайк, подписаться на канал и что-нибудь оставить в комментариях. А сегодня мы с вами отправимся из Черногории, из Тивота, в столицу Боснии Сараево, и полетим с вами в сторону Турции, в сторону Анталии. У нас будет одна пересадка в Стамбуле, и сейчас уже на часах около 6 утра. Вылет у нас в 2:40. Постараюсь вам, так, может быть, немножко кратенько показать аэропорт, немножко, может быть, город, ну и весь путь, который нам предстоит. Ну что, прощаемся вот с такими прекрасными видами. Здесь виды не очень прекрасные. Я коротко покажу мою комнату, где я жил. Снимал я ее за что мелкий. Последний раз я вижу. Что, заветная будка. Вдалеке плывет, ну, не совсем вдалеке, лайнер. Такой огроменный, здоровый. Ладно, я оплачиваюсь. Последний нормальный магазин. Да, вот этот Сити. Да. Пала. Затарился немножечко едой. Вот, а мы с вами продолжаем путь. Еще не выехали из Черногории. Находимся сейчас в Герцег-Нове. Город, который на холмах, на горах. Вот, и продолжаем путь. Отсюда мы смотрели вот где мы масло меняли. Словчинского серпантина. Вот тут. Понял? Вот сюда мы заходили на Езерский Верх. Жили мы в Тивоте. Да, вот Рисан, где остались античные мозаики. А сейчас мы, получается, в Герцег-Нове? Нет. А здесь его нет. А, вон он, да, точно. Мы сейчас слева. А, ну считай, да, это уже Герцег-Нове, да. Вот Мелине. Вот здесь мы сейчас уйдем вот сюда. Да, и поедем. Вот туда. Отлично. Спасибо за подарок. Это ж тебе. Очень. Тоже мне, ничего себе. Все, буду теперь с подарками. Карта Черногории. Круто. Вот она, граница.
Можно и слева обойти просто и все. Да, облака над горами. Это нечто. Да? Точно. А мы все в пробке стоим перед границей и жуем фисташки. Вот с таким вот видом. Ретро. Ну что, границу мы прошли. Границу, говорю, прошли. Это Теперь, еще не то. получается, мы сейчас из Черногории только выехали, да? Да. Да, мы выехали в Черногорию, а чтобы нас пустили в Боснию, надо, чтобы они не подумали, что мы делаем просто визаран. Но они не подумают, потому что у нас есть Борово. А мы тем временем пьем чаечек красненький и едем к боснийской границе. Вот она, боснийская граница. А паспорт? Ну, было бы желательно. Мы официально в Боснии. Едем в аэропорт. You gotta hold on to me, so we can take this ride together, and we can feel like this forever, ever, ever, ever. Ride together, together, ever, ever, ever. Feel this forever. Ride together, this forever, this forever. Поезд. Слева. Был. Так, это у нас Требени. Is where I left my broken heart, and I'm still connected. There's love keeping me alive. I feel it pulsing through me, the rhythm of the universe. You gotta hold on to me, so we can take this ride together, and we can feel like this forever, ever, ever, ever. Ride together, together, ever, ever, ever. Feel this forever. Ride together, this forever, this forever. Ну что, техническая остановка в Боснии на заправочке.
Вот такая вот заправка. Горы, природа, просто не описать словами. Единственное, все очень так, горы очень близко, компактно. Хотелось бы простора побольше. Кстати, здесь немножко другая валюта, крон марки, насколько я знаю. И здесь уже получается не еврозона. Вот такая красота. Какой-то старинный мост. Вот такой вот. И внизу горная река идет. Вон туда. Сейчас, может быть, пройдусь по-быстрому, покажу. Вон она течет оттуда. Из ущелья. Такое место интересное. Вода изумрудная. Достаточно высоко. Да, скорее всего, это горная река. Очень высокая. Вернее, мост очень высокий. Заговорилась немножко. Как раз этим меня немножко удивила Босния, потому что я не ожидал увидеть такую красоту, такую природу, горы, реки, озера красивые. В общем, советую вам немножко попутешествовать по ней. Ну, мы двигаемся дальше. Решили еще заехать на моечку. Здесь пылесос есть, умывальник. Это не знаю что. Непонятно. Вроде там вода капелька есть. Что-то, короче, мыть. И все здесь в кронмарках. В принципе, достаточно цивильная такая мойка, как и в России. Закидываешь монетки и все поливаешь, моешь. Но самое главное, то, что все это делаешь вот с таким вот видом. Самое интересное, только вот недавно заметил, что это кладбище. Здесь какие-то могильные плиты, ресторан, горная река, ну и моечка. Ну что, взяли морожку на чистой машине. Двигаемся дальше в сторону аэропорта. Короче, остановились мы вблизи Сараева. Вот такая вот Порция. Как она называется? Да. Под большой крышкой чуть-чуть. Выглядит довольно неплохо. Порция такая достаточно крупная. Миша говорит, что очень вкусно. 5 минут, чтобы быть через 10 вырабатывать. Если это прям с пылу жару, это вообще будет. Но выглядит как с пылу жару. И стоит это всего, ну не всего, конечно, 8 евро. Сейчас будем дегустировать. Это очень вкусно. Да. Очень вкусно. Сейчас отведаем. Итак, это очень вкусно.
Телятина? С картохой. Вообще просто супер. Из-под сача. Ты покажи эти ресторанные стулья. И Вот такое блюдо. Я уже поел. Такой небольшой здесь закуток. столовка И основной в зал ресторанном стиле. вот там вот. Да. В общем, едим. Очень питательно и вкусно. Что можете сказать? Без комментариев? Да. Соглашусь. Ну что, вот мы вышли. Самое смешное — это чек. Вы видели когда-нибудь такой чек? Это, конечно, забавно. Первый раз такой чек вижу. В общем, подкрепились. Надо ехать в аэропорт. Простите, там очень накурено. Да. Очень частенько такое бывает в таких заведениях. В общем, до взлета у меня осталось час, так что надо поторопиться и уже ехать. Если честно, ничего такого из себя Сараево не представляет красивого прямо, поскольку это столица. Да мне кажется, не только на въезде, но и в самом городе. Мы там уже были, когда я прилетал сюда. Честно говоря, город, ну, не впечатлил. Ну что, вот так выглядит аэропорт. Самое интересное, что меня поразило, это то, что здесь нет никаких на входе проверок. Вот. Успешно зарегистрировался на рейс. Вот сейчас топаю в сторону самолета. В принципе, аэропорт здесь небольшой. Хотел подснять раньше, но, к сожалению, все в торопях, бегом, и не получилось. Так, полетим мы вот на таком красавчике. Последние метры по Боснии. И садимся в Стамбул. В общем, настало время пообедать. И выдали вот такой вот комплект с водой, с небольшим бутербродом, и также я попросил сок. Все это бесплатно входит в стоимость билета. Все, короче, я сел. Сейчас будем взлетать. Еле успел. Оставалось где-то минут 20, и я еще с билетом там запарился немножко. В общем, почти полный самолет. Вот уже потихонечку темнеет. Через час буду как раз в Анталии. Ну что, народ, наконец-то добрался до аэропорта Анталии. Который раз уже здесь бываю. Как-то так я выгляжу весь в сумках. Вот мой чемодан. Скоро поеду на трамвае, там он как раз стоит. Поеду в центр к своим хорошим знакомым, которые предложили остаться у них за хорошую денежку, скажем так. Вот, поэтому почему бы не согласиться. Хотел также вас попросить подписаться еще на телеграм-канал и на инстаграм. Ссылочки будут в описании внизу. Еле нашел дом, и можно заметить, что здесь нет ни звонков. Я не знаю, как попасть внутрь. Здесь вот такой замок. Кошаки там бегают. А я не знаю, как зайти. Связи у меня тоже нет.
интернета нет, в общем ничего нет. И я просто тупо жду, когда кто-нибудь выйдет или зайдет. Такие дела. Ни дня без приключений. Судя по номеру этого дома и то, что там написано, что он построен в 1975 году, можно определить, что дому очень много лет. И для меня, честно говоря, странным было, что вот такой вот вход. Вот с таким навесом. Вот такой вот он. Он абсолютно невзрачный. Почему я думаю, что это вход? Потому что здесь висят ящики. Ну как дом, то есть он достаточно высокий, то есть тут людей очень много живет. И вот такой вход. Ну, не знаю, для меня это как-то немножко странно. Это уже утро следующего дня. К сожалению, к моему знакомому не удалось заехать, потому что он начал болеть. И сейчас опять свирепствует ковид, поэтому я решил не рисковать. И просто снял гостиницу, небольшую комнату. И обязательно сделаю на нее обзор, но уже в следующей серии. Так что не забывайте подписаться, включить уведомления в виде колокольчика. И всем до новых встреч.